Привет всем, мои дорогие люди! Предлагаю вам этот календарь, Ленорман календарь на будущий месяц. Здесь две карты. Это сигнификаторы, то есть карты вопрошающих тех, кто зашел на огонек ко мне и смотрит для себя этот расклад, чтобы получить важную информацию от Вселенной. Это может быть одно лицо, вы, смотрящий, в любом поле, неважно, вы мужчина вы или женщина, не в этом суть, потому что мы не делим людей по половым признакам или по признакам поколения или же возрасту, национальной принадлежности. Мы знаем, что мы все с вами хотим счастья, хотим жизни, и поэтому смотрим расклад. Поэтому вы сейчас, тот, кто меня смотрит, загадайте, если пожелаете, себя и спросите, каким будет мой месяц. А я для вас разглашу карты. И эти карты покажут вам, каким будет ваш месяц. Ну что ж, если вы готовы, может быть, у вас вечерний кофе или утренний кофе или вечерний чай, я вас приглашаю на этот расклад. А я приступаю к делу незамедлительно. Вы присутствуете на этом раскладе в духе, это замечательно. Первое число. Месяц начинается активно, это карта плетки. Второе, ребенок. Новизна в месяце, ваша мудрость. Третье число. Четвертое число, гора. Это означает какая-то защита высших сил от негатива, это мощный прорыв вперед, это какие-то цели и планы, которые вы перед собой ставите, ваша предприимчивость, ловкость, изобретательность, умение выйти из любого положения. Карта кольцо выпадает у нас на 6-й день месяца, а это прекрасный день для подарков, покупок, продаж, для того, чтобы дружить, любить. Может, кто-то предложит руку и сердце, а может быть, кто-то с кем-то отношения перейдут на новый, более тесный уровень для взаимоотношений. Итак, следующая карта, это на 7 число. У нас карта корабль, перемены. Перемены. На 8 число карта ключ. А это ключевые какие-то события будут решаться. Я буду выкладывать по 10 карт. Потом я буду анализировать, сравнивать, говорить вам, какие дни положительные, какие дни нужно быть осторожным, потому что могут быть какие-то погрешности. И потом буду переходить на следующие 10 дней. И так до конца месяца. Вот такой план у меня сегодня для вас, дорогие друзья. И это у нас с вами 8 дней, 9-й день, карта развилка. То есть открытие дорог успешных и закрытие тех дорог, которые не состоялись. Ведь не всеми дорогами нам нужно идти. Иногда мы начинаем какой-то проект, потом он не идет. Нужно вовремя сказать, я переключусь на другой проект, чтобы зря не тратить силы, да? Вы уже меня просите, я поправляю карты, чтобы еще одну добавить, чтобы в одну линию было 10 карт. Это линия судьбы, расклад в линию. И я решила выкладывать перед вами. Раньше я показывала себя в предыдущих раскладах, как вы знаете, но я сейчас подумала, что, наверное, вам так будет удобнее. Вы можете посчитать день и сделать календарную заметку. Скорее всего, так будет вам удобнее, да? Поэтому так выкладываю. Ну вот, первый ряд готов. 10 числа карта рыбы. Это карта денег, любви, успеха. Плодотворный день, да? Рыба – это плодотворный день. А сейчас я буду сравнительным анализом говорить о тех картах, которые вы перед собой сейчас видите, дорогие друзья. Итак, первый день, вернемся к нему, это день полон дел, очень активный, повторяющиеся движения, это может быть уборка помещения, это может быть привести свои дела в порядок, почистить свой компьютер от лишнего, почистить свою диету от лишнего, свой шкаф, шкафчики убрать. В общем, это день генеральной уборки. Второй день месяца – это активная новизна, новая покупка, удачная сделка, приятная встреча, новые мысли, новое «я». «Я» – это имеется в виду вы, конечно. То есть что-то новенькое, прекрасное. Если вы будете иметь новые мысли или что-то новое сделаете, вы поможете Вселенной услышать ваш голос 2 числа. 3 число – день мудрости, знания,
какую-то информацию важную получите. Этот день может быть встречи с кем-то, и этот день даст мудрость. Человек вам может или оказать услугу, или помочь в чем-то, мудрый совет дать. Это также карта двойная, так что это сотрудничество, это любовь, взаимодействие, взаимопонимание. 4 число гора, здесь достижение, но для некоторых это могут быть преграды. Иногда гора – это преграды. От чего могут быть преграды? Может быть, кто-то будет мешать вам в чем-то, и вы должны приготовиться к этому. Не сдавайтесь. Если вы решили идти таким путем, ничто и никто не должен становиться на вашем пути. 5-й день поможет вам убрать соперников с пути, потому что это карта лиса. Именно карта лиса убирает соперников с пути. Это люди недоброжелатели или же люди, которые, знаете, под маской какой-то. Друг пришел, наговаривает на подружку, а на самом деле закрыл дверь и пошел еще кому-то на вас наговаривать. Отслеживайте действия людей и имейте мнение о людях, соответственно, их поступкам, особенно 5 числа. Но также это хорошая карта для взаимодействия в делах и добычи для семьи, потому что лиса добывает пропитание для своих маленьких, она этим знаменита в природе. Итак, 6-й день – это кольцо. Прекрасный день для покупок, как я сказала, для взаимодействия, для перехода отношений каких-то на новый уровень. Следующий день. Это у нас 7-й день месяца, и у нас здесь перемены, корабль. Это успешная купля-продажа, взаимодействие, что-то в работе, какой-то прорыв. Это перемены, это перемены. У вас будут очень благоприятные перемены, благоприятный день. Итак, 8-й день – ключ. Нужные двери откроются. Те двери, которые для вас не актуальны, вам не нужны. Подберете ключик к новым дверям, к тому, что вас сейчас интересует, получите новую важную информацию. Мастер номер 33. Именно те двери откроются для вас, которые вам полезны. Очень благоприятный день. Еще один мастер номер 22. Карта развилка на 9 число. Как я уже сказала, карта развилка, она двойная. Она закрывает те двери, которые для вас не актуальны, и открывает те двери, которые актуальны. Это очень благоприятно для вас обязательно отыграется. То есть 9 числа откроются нужные двери, а то, что было для вас не актуально, мешало вам, закроется. Это прорыв. Но для некоторых, некоторые могут увидеть отрицательную карту. Я говорю об значении. То, что не нужно, закроется, то, что нужно, откроется. Ну, а уже вы по ощущениям, да, тоже. Потому что я знаю, что есть такое базарное гадание, где просто все карты трактуются отрицательно, но каждая карта – это помощница. И так называемая отрицательная карта, она обычно дает очень дельные советы. Следующая карта – это рыбы, это карта богатства, денег, любви, благополучия и расширения возможностей. Благоприятная карта для взаимодействия с миром. Продолжаем расклад, девочки и мальчики. Я делаю следующую линию от 11 до 20. И хочу сказать, что я делаю видео на улице, потому что так карты, конечно, лучше видно. Если будет звук, я прошу прощения за звук, или я, может, уйду в помещение позже. Посмотрим. Ну, очень сложно все перенести в комнату, так что прошу вашего понимания. Итак, 11 крысы. Этот день не очень благоприятный. 12 книга, 13 медведь, 14 якорь. Эти два очень хорошие дни. Итак, 11, 12, 13, 14, 15 письмо, 16 собака, 17 крест, 18 всадник, 19 башня и 20 букет. Ну вот так. Смотрите, что у нас здесь выходит. Давайте вернемся к первому ряду. Я бы сказала, в первом ряду только для некоторых проиграется, что 4-й день месяца и 9-й могут быть не совсем благоприятные. Будьте аккуратны, будьте начеку. Что касается следующей декады. 11-й день – это день потерь. Но крысы съедают все, и плохое, и хорошее. Я бы сказала так. Все, что вам не нужно, отжило. Ведь каждая клетка очищается от грязи каждый день, да? Это клетка самовосстанавливающаяся. Это как целая фабрика. Поэтому по
этому примеру мы знаем, что психику нужно чистить, убирать ненужные мысли, неконструктивные убеждения. Да, существует self-сглаз, то есть самосглаз, самопорча даже. Когда мы не верим в свои силы, себя ругаем, критикуем, обзываем. И эта практика должна исчезнуть. Крысы уберут эту практику. Видите, они здесь целебные. Не покупайте особых серьезных покупок 11-го, потому что, может быть, вы купите сгоряча, спонтанно, не обдумав. Это не хороший день для покупок. Это такой немножко скользкий день. Будьте аккуратны 11-го. 12-го очень хороший день. Вот видите, книга. Вот очень хорошая карта. Это информация. Знаете, самое важное – это знание и информация. Мы все знаем, интеллектуальная собственность – это самое дорогое сокровище на Земле. Интеллектуальная собственность – сознание человека, мозг. Да, это самые дорогие субстанции. Поэтому книга все это отражает. Вы получите какие-то важные знания, прояснится информация, больше вас никто не будет обманывать, больше никто не будет туманить ваш мозг, навязывать вам лишнюю мыслекрутку, неправильное убеждение. Вы будете сами смотреть, что и что. Это день информации. 13 число. Медведь тоже очень хороший, благоприятный день. Медведь говорит о том, что вы во власти, вы в силе. Это может быть мужчина вас заметит, полюбит. Можно встречаться для любви или мириться. Это может быть начальник вас заметит. Это мощное, сильное здоровье, выздоровление, сильный иммунитет. Очень хороший день. 14 число. Это у нас якорь, стабильный день. Стабильный день, когда вы в силе находитесь, стабильные финансы, стабильное прекрасное самочувствие, стабильное чувство между семьей, между партнерами, стабильное отношение к работе, сбалансированный день. Работаем, отдыхаем, все в меру, сбалансированная диета. Итак, дальше мы смотрим 15 число. Это карта письмо. Здесь переписка, корреспонденция. Может, нужно почистить свою электронную почту, нужно кому-то написать письмо, нужно устроить свои дела, нужно разобраться с квитанциями, с бумажками. Это хороший день для этого. А также получите важное письмо, признание в любви. Это может быть назначить свидание. Или вы напишите кому-то письмо. Или кто-то с вами захочет пообщаться от души к душе. Хороший день информации. Информация, как я сказала, самое главное в наше время, поэтому вот 12 и 15 очень хорошие дни для получения информации. 16 число собака. Очень хороший день, позитивный, прекрасный. В этот день вы можете расслабиться, потому что все вокруг вас – это друзья. Никто вам не вредит, негатива нет. Негативные люди от вас отстали и не мешают вам жить. Да? Это очень хорошая карта собака. Здесь встреча друга, здесь дружелюбная ситуация на работе или дома. Здесь вы к себе дружелюбно относитесь. Это очень важно. Ветерок. И карта собака – это вера в себя тоже. Да? Вам нужно верить в себя. Это, знаете, принять себя. Это верить в себя. Это заботиться о себе, потому что делает хозяин? Заботиться о собачке, да, заботьтесь о себе, заботьтесь о своем внутреннем ребенке, сказать ему: я теперь взрослый, я позабочусь о тебе, не грусти больше, нам нужно идти вперед, нам нужно добиваться успеха жизненного. То есть очень хорошая карта собака, поддержка. Это вы себя поддержите или люди близкие вас поддержат. Вот такой день 16. 17 число карта крест. Карта крест говорит о том, что выйдут на связь хранители вашего рода, выйдут на связь ваши родные. Это те, что ушли в мир иной. И вам передадут какое-то послание. Слушайте внимательно, что они могут сказать. Эти две карты с двух сторон говорят о их послании. Хранители рода, ваши предки, ваши прошлые жизни хотят сообщить вам: по карте всадник у вас будет все хорошо, у вас будут хорошие новости, хорошие перемены. И по карте собака жизнь вас любит, жизнь к вам дружелюбна, у вас будет прекрасная жизнь. А карта крест может означать много работы, какая-то тяжесть, для некоторых, не для всех. Я вначале дала первое значение, это для очень многих проиграется, а для некоторых это тяжесть. Это может быть устали, нужно отдохнуть, это может быть страхи какие-то всплывут, какая-то обида, может быть даже, или же кто-то захочет на вас нагрузить какой-то ненужный вам крест, то есть заставить вас делать то, чего вы не хотите делать, потому что, как
пошлют вас на такую дорогу вины. Ты должен, ты обязан, ты же родственник мне и так далее. Не слушайте никого, вы никому ничего не должны, если вы помогаете другим, потому что вам хочется, вы в кайф это делаете, с удовольствием. То есть, если человек уже вымогает, заставляет вас для него что-то сделать, и еще и намекает, что вы ему должны, знайте, что это все вымогатели. Вы никому ничего не должны. Вы должны свое здоровье поберечь, особенно этого дня, да, 17-е. 18-е, всадник, хорошие перемены. Всадник – это свидание, переговоры, приятные встречи. Это когда вам хорошо, вы знаете, куда вы идете, и вы идете к лучшему. Все, что сейчас происходит с вами, будет улучшаться, да? Если у вас какая-то серьезная ситуация, все идет на поправку. По карте всадник 18-го. 19 число, башня. Время для работы, для того, чтобы заниматься делами. Видите, часы здесь на башне. Это хороший режим дня, правильный. Послушайте, хорошее настроение зависит от работы мозга. Да? А работать хорошо мозг только может в здоровом теле. Поэтому здесь вам намек. Балансированный рабочий день, достаточно отдыха, хорошее питание, и тогда у вас будет лучше настроение. Да, это много работы. День рабочий, но успешный. И 20-го подтверждение на этот успех, 19-го. 20-го вышла карта букет. А это прекрасный день. Это великолепное самочувствие, омоложение организма, это счастье, это радости, это подарки от любимых, свидание, близость с родным, любимым человеком вам. Это что-то очень-очень хорошее, да? Так что 20 число успешное. Это благодарные заказчики, которые дарят вам букет. Только все положительное. Я сейчас буду раскладывать следующий ряд. 21 аисты. 22 сердце. 23 сад. 24 тучи. 25 змея. 26 звезды. 27 луна. 28 коса. 29 клевер. 30 дерево. 31 карта гроб. Сейчас разберемся. Кстати, эти карты я только сейчас заметила. Эти я отложу, потому что, ну, пусть так будет немножко вам видно, да. Я заметила, что так нужно было. Вот ветер пошел, да, и вы мне скажете, то, что произошло на столе, это все магия, это все таинство. Вот так было, да, плетки, потом ребенок. Ну, пошел ветер, я с вами разговаривала, и совершенно, как могут некоторые сказать, автоматически. А я знаю, что моими руками движут всегда высшие силы. И я положила ребенок, а потом плетки. Только сейчас заметила эту закономерность. Я всегда доверяю. Мои руки мне не принадлежат во время раскладов. Точно так, как я вся, это инструмент для того, чтобы передавать вам информацию. Так нужно было. Итак, с чего я хочу начать? Где-то у нас здесь была последняя карта. Карта гроб, последняя карта. Это, кстати, эти карты благословения на месяц, но это я потом скажу, а вот карта гроб. Это последняя карта на 31 число. Итак, девочки и мальчики дорогие, 21 перемены в личной жизни. Убрать в доме, может быть, думать о переезде, думать, что разъехались в семье, чтобы жили по парам. В общем, это перемены в личной жизни. Перемены в доме, в квартире. Очень хорошая карта. Благополучие в семье. 22 сердце. Любовь, счастье, радость, удовольствие, отдых, прекрасное самочувствие. 23 сад, гармония, все хорошо, баланс. Баланс жизненный, да, нам нужен баланс жизненный, от этого зависит наше психическое здоровье, а значит настроение, а от настроения зависит, настраиваемся ли мы на позитив, а от настраиваемся ли мы на позитив зависит, видим ли мы в будущем плюсы, и видим ли мы в будущем плюсы, зависит, какой дорогой мы пойдем, чтобы этого добиться. Ну вот я вам дала алгоритм, да, и 21, 2 и 23 очень хорошие дни именно для того, что я только что перечислила. 24 тучи. Кто-то туманит вам мозг, кто-то портит настроение, кто-то хочет вас критиковать, кто-то хочет вам навредить. Карта тучи. Она говорит о том, что кто-то вам дает ложную информацию, кто-то хочет вас принудить, заставить, манипулировать. Не поддавайтесь. День опасный.
25 число змея. Тоже опасный день для некоторых. Кто видит в этой змее, боится ее, да. Еще раз повторяю, любая карта, она может много помочь. Я не делаю базарного пугания, да, я не делаю базарного гадания, где запугивание идет. Иногда карта змея плохая. В этом случае нет. Почему? Объясню. Потому что после карты змея карта звезды очень хорошая. А перед картой змеей тучи. Значит, тучи остаются позади. Змея – это знание, которое вы получаете, чтобы мечта исполнилась. Это у очень многих проиграется. У некоторых проиграется, что вас кто-то хочет запугать, карта змея. Кто-то хочет просто навязать вам какое-то мнение, манипулировать вами и сделать так, чтобы вы его боялись. Это делают обычно колдуны. Ни одно колдовство не срабатывает, пока не пройдет такая ниточка, пока вам не скажут, что вам там подбросили что-то. Я вам еще раз повторяю, даже если 100 раз подбросили, но вам не дали знать, что вам подбросили, вы обычно что-то находите, потом вам дает какое-то третье лицо знать, это все клоуны колдунов, и тогда колдун через эту ниточку что хочет с вами сделает. Нужна ниточка страха. Ни один колдун без этой ниточки не работает. Вы меня поняли. Колдунов нельзя бояться. Это вы им сами даете доступ к себе, если начинаете их бояться. Они исчезают, темная грязная энергетика, она не живет долго. Они исчезают, их дела черные исчезают, если вы их не испугались. Вы поняли, да? Так что знайте, что колдунов не надо бояться. Они не стоят мизинца вашего, чтобы вы их боялись, ни в коем случае. Так вот, кто-то хочет вас запугать, мутную информацию дать, темную информацию дать. Никого не слушайте. Опасный день. 25-й опасный день. Для некоторых только проиграется, кого уже запугали. Но я хочу сказать, что сейчас этот расклад расколдует вас. И вы пугаться больше никогда не будете. Откроет вам глаза. Понимаете, что эти колдуны, они ничего не могут без вашего страха. А змея тоже лечит от страха. Почему я это говорю? Ну, я человек церковный, и я хорошо понимаю Ветхий Завет, где Бог сказал Моисею: сделай металлическую змею, поставь ее на палку. Пусть все, кого укусили змеи, посмотрят на эту змею. То есть люди посмотрели, перестали бояться. Подобное лечит подобное, и все излечились. Это алхимический принцип гомеопатии, которому я следую в предсказаниях. Я гомеопат, который видит гомеопатию в картах. Вы меня поняли, да? Я, кстати, классический гомеопат и астролог-таролог, так что кто зашел только что, не сомневайтесь. И белый маг делает церковную магию. Снята с вас любая гадость сейчас, да? Не бойтесь никого, но знайте, что никому не доверяйте эти 2 дня. 4 и 5, 24 25. 26 очень благоприятный день. Мечта сбывается, все идет как нужно, получаете подарки от судьбы. Вообще день звездный, вы прославиться можете, ваши товары будут продаваться, вас любят или полюбят. Следующий день, 28. Подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27. Итак, 27 числа карта Луна, такой ветерок идет, мне нужно защищать мой расклад. Карта Луна, она говорит о том, что эмоции могут быть сильные. И эти эмоции могут быть связаны с тем, что, опять же, колдуны пугают. Колдуны пугают, поэтому эмоции сильные. Понимаете? Ой, ну сейчас ветерок пошел сильный. Ой, нам главное, чтобы не сбить конец расклада. Колдуны пугают, потому что сейчас время такое, сейчас очень тяжелое время. Колдуны пугают вас, потому что им дан доступ к вам, да, дан доступ. Вы главное, что должны сделать, это не бояться колдунов. Девочки и мальчики, вы видели, здесь какие карты лежали, я же сейчас смотреть не могу, я делаю видео, да? Так что вы знаете, где что было. Хорошо? Где-то что-то у меня, может, избилось. Вы знаете, где что было. По-моему, были где-то здесь совы, да? И аисты были где-то здесь. Ну, в общем, где-то так. Ну, можно перегнать назад и посмотреть. Не в этом суть. Суть в том, что я говорю про сейчас. Колдуны пугают. Поэтому карта Луна вместе с картой Косой.
27, 28, два опасных дня. Не обращайте внимания на негатив. Это кармическая карта Луна. Карма с вас снимается 28 числа. Опять, карма – это не то, что вы что-то сделали плохо. Карма всегда родовая. Понимаете? И вот в эти 2 дня хранители вашего рода у престола Всевышнего просят, чтобы снять с вас карму плохую. Это очень важные 2 дня. Это 2 дня очищения. Луна – это карта очищения. Кстати, звезды тоже карта очищения. И коса, конечно, убирает весь негатив. Так что 27 и 28 – это дни очищения. Дни очищения. Если там чуть голова болит, это значит очищение, ничего страшного. Вы поправляетесь, потому что у вас 29 и 30 очень хорошие дни. Вот здесь крепкое здоровье, уже восстановление сил. А у нас клевер 29, дерево 30, очень хорошие дни. 30 прекрасный день для родственных связей, для того, чтобы с семьей проводить время, чтобы восстанавливать силы, это ваше здоровье. И клевер восстанавливается здоровье. Побольше зелени есть, нужно побольше бывать на воздухе. Я говорю очень важные вещи, потому что и $1 миллион – это меньше, чем бывать каждый день на воздухе, поверьте мне. Но, может, кто-то и не думает так, но я знаю, что это так, потому что я у высших сил эту информацию беру. Итак, конец месяца. Очищение у вас в эти 2 дня, а потом полное освобождение, прекрасные дни. 29 – самый благоприятный день, клевер. Здесь может быть удача, успех, все очень хорошо. И сильное здоровье, сильное пополнение энергии 30-го. 31 число выходит карта гроб. Не бойтесь эту карту, во-первых. Эта карта говорит: попридержите свои денежки, не покупайте ничего лишнего, чтобы не сделать ошибку. Никого не бойтесь. Вот не зря здесь была речь о колдунах. Вот теперь эта карта все выражает. Видите, кладбищенская магия. Если была сделана на вас или на ваших предков какая-то кладбищенская магия. Посмотрите, вот эти карты итога. Вы видели, они просто остались в остатке, да? Карты остатка – это карта итога. Такой расклад называется грандиозный, гранд табло. И это мой метод по календарю, да, я беру карты итога, и они объясняют весь расклад. То есть, если бы карты итога были другие, я бы карту гроб читала по-другому. Но карту гроб объясняют вот эти 3 карты: лилии, солнце, дом. Что такое карта гроб в этом случае? В этом случае хранители рода через карту гроб защищают ваш дом, защищают ваши дела, ваше здоровье и защищают ваши отношения по карте лилии. Так что гроб в этом случае карта хорошая. Она говорит, что есть кураторы рода, которые сидят сейчас у престола Всевышнего и молятся за ваше счастье. Это только одно прочтение. Это у очень многих проиграется. У некоторых проиграется карта гроб страхи, лишние ненужные покупки, покупки по плохой цене, и ссоры могут быть. А гроб говорит, как бы закрой атмосферу для ссор. Все равно ничего никому не докажешь, да? Потому что когда человек ссорится, он в своем пространстве, он ссорится сам с своими демонами. Но на вас это распространяется, и вы думаете, что он с вами ссорится. Карта говорит, закрытие нужно. Гроб – это как закрытие. Закройте свои эмоции, не эмоционируйте в этот день. Это с некоторыми проиграется, что не нужно покупать ничего в этот день. 31 число плохое для покупок. Потому что купите, а завтра посмотрите, то же самое продается по лучшей цене. Такая карта. Это карта итога. Сейчас я все дни соберу. Вы все поняли. Последняя декада. 21 неблагоприятный. 24, 25, 26, 27. Вот эти дни неблагоприятные. Так что последняя декада здесь много, и 31 не очень благоприятная. Будьте осторожны в эти дни. Я соберу календарь. По-моему, все ясно. Вы можете свой ежедневник взять, все туда внести. И мы посмотрим с вами вот эти карты благословения. Это ваш оберег. Я обереги делаю авторские. Если кто-то там за мной повторяет, я с этим ничего делать не смогу. Но я хочу сказать, что это авторская идея моя с оберегами. Ну вот, смотрите, что вы здесь видите. Здесь вы, ваш двойник, и вас ожидает успех, успешный месяц. Мир, порядок, покой в доме, все очень хорошо.
Это такая тихая, спокойная, прекрасная жизнь. Такое наше славянское, ну, не только славяне меня смотрят. Русскоязычный мир, он огромный, да. Все люди одинаковые, все люди любимые, все люди хорошие, все люди достойные счастья. Ну, это сословие эзотерика, да. Поэтому неважно, какой вы принадлежите культуре, какому вы принадлежите слою общества, профессии, половому принадлежности или возраста, у вас будет прекрасная такая жизнь, лагом такой, замечательная жизнь, всего хватает, очень удобно, комфортно. Это лилии, спокойная, приятная, благополучная жизнь. И Солнце говорит то же самое, но Солнце имеет немножко другую энергетику. Солнце еще такой яркий успех. Очень для многих проиграется, что у вас будет яркий успех. И у вас будет спокойный, счастливый дом. Будут перемены у многих в доме. Может быть, вы каким-то образом поменяете, может быть, расстановки в доме, да, что кто за что отвечает, или переедете куда-то. Какие-то будут перемены в доме у вас, это я вам точно говорю. Сейчас немножко резкость поправлю, что я не посмотрела, что не было резкости. Вот так, девочки, мальчики, такой расклад, на мой взгляд, очень даже информативный. Со своей стороны хочу сказать, что я вас очень люблю, и моя дружба выражается в том, что я для вас делаю расклады. Если вы хотите дружить со мной, это будет правильно, потому что дружба должна быть взаимная. И дружбу ни за какие деньги не купишь. Единственное, это подписаться на канал, это дружба с вашей стороны. Так что не медлите, прямо сейчас подписывайтесь на канал. А также прямо сейчас, пожалуйста, оцените мою работу. Поставьте пальчик вверх или вниз. Благодарю за оценку. Вы мой жюри, вы даете оценку, и я благодарю, потому что я тогда буду знать, какую работу я делаю. Да? Я вам очень доверяю. Вы мой зритель, вы моя семья космическая, я вам доверяю. Так что оценивайте, пожалуйста, мою работу. И еще хочу сказать, что мы с вами увидимся очень скоро. Мои старые расклады никогда старыми не являются, они многим помогли и вам помогут. Поэтому смотрите, во время просмотра они и актуальны. И на моих новых раскладах мы очень скоро увидимся. Кстати, у меня есть уроки Ленорман. Я ленорманист уже очень давно, с именем большим. Если уже учиться, как читать Ленорман, то обязательно только у меня. А уроки приобрести можно на моем сайте. Переход на мой сайт есть о канале или под каждым видео в описании. Ну что ж, девочки и мальчики, желаю вам прекрасного месяца, $1 000 000, миллион лайков от друзей, миллион счастья, любви, благополучия и до новых встреч. Пока-пока.